Добрый день! Это видео о мужчинах и женщинах из Арабских Эмиратов, об их ценностях и традициях создания семьи. Вы скажете, что такого особенного в семейных устоях Эмиратов? Такие же мусульмане, как в Египте? А оказывается, не совсем. Принципиальная разница в двух пунктах. Во-первых, государство очень молодое, то есть формировалось не в эпоху Средневековья, а чуть меньше полувека назад. Во-вторых, так исторически сложилось, что здесь, в отличие от соседей, женщин было мало, их воровали, а потому приходилось защищать. Как же это повлияло на культурные и семейные ценности? По законам Эмиратов все мужчины должны быть заняты либо на государственной службе, либо в бизнесе. Это при том, что каждый гражданин страны ежегодно получает процент от продажи нефти. Казалось бы, зачем им работать? Но государство считает иначе и пресекает тунеядство на корню. И, между прочим, женщинам у них разрешено работать. Прилетаете вы в ОАЭ, идете на таможню, готовитесь к встрече с хмурым потным таможенником, как это бывает, например, в Египте, а там очаровательная улыбчивая девушка в национальной одежде без страха смотрит прямо в глаза. Все почему? Эти люди давно поняли, что надо получать хорошее образование, и не только мужчинам. В середине 20 века британцы нашли на этой территории нефть, стали разрабатывать, а ушли только в 1971 году. Тогда же Эмираты объявили о создании Федерации монархий – Объединенные Арабские Эмираты. Это событие совпало с резким скачком цен на нефть, и новому государству понадобились специалисты, причем желательно местные. Стали строить престижные вузы, отправлять учиться в Европу и Америку за государственный счет. Еще у них бесплатная медицина. Эмираты дорожат жизнями граждан, поэтому не вступают ни в какие вооруженные конфликты. Даже закрывают въезд к себе для жителей стран, в которых идет война. При появлении на свет мальчика государство кладет на счет кругленькую сумму. Но рожать выгоднее девочек, за них выкуп в десятки раз больше. На свадьбу молодым тоже выделяется денежная сумма и вилла. Это то, что касается первого пункта. Теперь по второму. Во многих восточных культурах женщин вне дома сопровождает мужчина. В большинстве стран он для контроля за ними, а в Эмиратах – чтобы не украли. Чувствуете разницу? За тобой следят или о тебе заботятся? У жителей страны в моде традиционная для региона одежда. Длинные свободные рубахи. У мужчин белые, у женщин черные. Считается, что представительниц прекрасного пола заставляют так одеваться. Теперь представьте себя зимой в январе на улице любого Эмирата часов в 12. Вы физически ощущаете, как каждый неприкрытый участок тела горит, будто по нему проводят включенным утюгом. Спасает тонкая ткань. Причем при таких температурах цвет роли не играет. Эта одежда нужна для защиты. Возвращаясь к семейным обычаям, невесту выбирают родители жениха, но она может и отказаться. Брак заключается в течение года после подписания брачного контракта. До этого молодые видятся только в присутствии ее родственников. На свадьбе невеста меняет платье несколько раз, а украшение весит 7-8 килограмм. Мужчина имеет право жениться на иностранке. Но если та не мусульманка от рождения, то гражданство она не получит, а при разводе дети останутся с отцом. Женщина не выходит замуж за иноверца, потому что это влечет за собой не только потерю гражданства, но и запрет въезжать на родину. Детей эмиратцы обожают, и обычно в семьях их много. Мужчине, чтобы расстаться с женой, нужно традиционно трижды сказать, что он этого хочет. Но в Эмиратах и женщина может подать на развод в двух случаях. Измена, что сложно доказать и позорно для нее самой, и если муж плохо обеспечивает, а именно в рестораны не водит, золото не дарит. Вот и получается, что в Эмиратах хоть и мусульмане, но принципиально отличающиеся от многих других подобных стран. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, пишите комментарии.
Спасибо вам за внимание.